Давайте вспомним еще визит Виткофа в Российскую Федерацию. Мы помним, что спецпосланник президента США Стив Витков посещает Россию для прямых контактов с Кремлем и диктатором Владимиром Путиным. И в Белом доме представитель Белого дома сообщает, что это еще один шаг в переговорном процессе по прекращению огня и заключению окончательного мирного соглашения между Россией и Украиной. И как раз-таки на следующий день после очередного акта публичных разговоров Виткофа и Путина россияне увеличивают масштаб разрушений, убийства мирных жителей. На глазах у всего мира Путин бросает вызов здравому смыслу и готовности закрывать глаза сообществ и организаций, уничтожать репутацию новой администрации США и лично президента Трампа относительно мирных инициатив, не имеющих перспектив в данных условиях и в данный момент. Не кажется ли вам, Ольга, что, возможно, вот сложилось такое впечатление, что после каждого контакта между США и Российской Федерацией эти зверства и атаки со стороны Российской Федерации увеличиваются все больше, и с большей интенсивностью и с большей жестокостью? Именно такое впечатление складывается, потому что это действительно так. Да, хотя нам могут сказать, что после этого не означает следствие этого, но выглядит это именно так. Как говорят некоторые источники, Витков прилетал в Санкт-Петербург с предложением обменять перемирие на организацию встречи Путина и Трампа, личной встречи Путина и Трампа. Но, как мы видим, цена Путина не устроила, потому что вот в такой ситуации делать то, что делает Путин, это, по большому счету, отказываться от этой самой встречи, потому что я не представляю, как после Кривого Рога, как после Сум, Трамп вообще сможет с Путиным встретиться. Да? Это же вот те самые кровавые руки, которые нельзя пожимать. Сейчас все обращают внимание на прикладывание руки к сердцу, которое там Витков прикладывал, а я обратила внимание на рукопожатие. Да? То есть ты пожимаешь кровавые руки. Почему Путин считает, что ему это можно? Видимо, те переговоры, которые с ним ведет Витков, позволяют ему рассчитывать на, что называется, бизнес-подход. Да? То, на что он всегда рассчитывал, начиная полномасштабное вторжение. Он рассчитывал всегда на это, что у Европы, как он думал, и у Соединенных Штатов превалирует бизнес, то есть экономические интересы. И экономические интересы для них важнее, чем интересы политические, ну а в ценности он не верит в принципе. Он не верит, что у людей могут быть какие-то ценности в голове. И тут, вот разговаривая с Виткофом, он наконец нашел того переговорщика, у которого в голове этих самых ценностей нет, кому совершенно наплевать, что там будет дальше. И Путину кажется, что вот как раз с этими ребятами он вполне может договариваться по деньгам. То есть я вам возможности в России, а вы мне безнаказанность в Украине. Подумаешь, что такое Украина? Давайте разменяем Украину, я вам хорошо заплачу, отдайте мне Украину. Да? Это такая покупка Украины за российские деньги. Отдельный вопрос, согласны ли с этим россияне, но это Путин не учитывает мнение никого. Он не считает вообще народы субъектами какими-то отдельными. Он считает, что все управляется какими-то избранными мировым правительством. Да? И вот сейчас он опять имеет возможность, как ему кажется, с этим самым мировым правительством разговаривать и даже договариваться. Ольга, что стоит отметить, что отреагировали на этот террористический удар со стороны России по Сумам и Рубио, и Келлог, и Бриджит Бринк, и также Линдси Грэм, но Витков не отреагировал никак, хотя мы понимаем, что встреча с Путиным была перед этим, и можно было хоть слово сказать. Но мы понимаем, почему так произошло. А по поводу российских нарративов в Белом доме, то президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News сказал, что «я считаю, к сожалению, что российские нарративы преобладают в США». И Зеленский сказал, что «мне остается только работать больше, делать все, чтобы не дать полностью российским нарративам завладеть американской политикой». И
Президент сказал, что это просто ужас, как можно быть свидетелем наших потерь, наших страданий, понимать, что делают россияне, и при этом верить, что они не агрессоры, что они не начинали эту войну. Это говорит об огромном влиянии информационной политики России на Америку, на политику США и американских политиков, сказал президент. Вот мы с вами, Ольга, уже об этом говорили, если я не ошибаюсь, о том, вот почему политики в США позволяют российским нарративам формировать общественное мнение, несмотря на множество доказательств преступлений России на территории Украины. Не является ли это огромным провалом для западной демократии, если нарративы страны-агрессора имеют столь большое значение в политических процессах США? Почему так происходит? Почему это допускается? Как вы думаете? Ну, на мой взгляд, это скорее свидетельствует о другом. Это свидетельствует о том, что насколько важно было мировое, почему я говорю было, потому что это уже было, мировое лидерство США. Не только экономическое, но и политическое. И более того, как ни странно, учили нас классики марксизма, но тут это имеет свое отношение. Они были неплохими экономистами. Они говорили, что политика – это концентрированное выражение экономики. Поэтому тут экономическое и политическое лидерство Соединенных Штатов были тесно связаны между собой. И когда Трамп отказывается от политического лидерства, а он отказывается от политического лидерства, потому что то, что Россия совершает агрессию, очевидно для всех, это невозможно ничем подменить, заменить, замылить глаза. Это просто невозможно. Поэтому он же только что прошел когнитивный тест, товарищ Трамп, поэтому он не сумасшедший, поэтому он не может этого не видеть. И это его позиция. Он отказывается от политического лидерства, но таким образом он отказывается и от экономического лидерства. И то, что он творит с этими торговыми войнами, неизбежно приведет к потере Америки и экономического лидерства. И тут вопрос возникает, а кто станет лидером вместо? Ну и это шанс для Европейского Союза, это шанс для евро, это шанс для Европейского Союза как для политического лидера и как для лидера экономического. Поэтому все, конечно, плохо, но, как любой кризис, это дает нам и возможности тоже. Главное теперь для всех нас, для людей, извините за такой советский штамп, для людей доброй воли, но он действительно, получается, что это как бы с одной стороны светлые силы, а с другой стороны темные. И эти самые светлые силы либо смогут противостоять темным, либо наступят темные времена, и непонятно, сколько они будут длиться. Ольга, президент Украины также призвал Трампа приехать в Украину перед переговорами с Россией. По его словам, так американский президент сможет понять, что здесь происходит. И президент сказал, что мы уважаем позицию США, но, пожалуйста, прежде чем принимать какие-либо решения, строить какие-либо планы переговоров, приезжайте, посмотрите на людей, мирных жителей, военных, уничтоженные больницы, на убитых детей. И президент Украины призвал сначала посмотреть на ситуацию на месте и лишь потом действовать по плану, как закончить войну. Вы поймете, с кем у вас сделка, вы поймете, что сделал Путин, сказал Зеленский. Как вы думаете, Ольга, каким образом визит Трампа в Украину смог бы вообще повлиять на предстоящие переговоры, будущее с Российской Федерацией, изменил ли он его подход к мирным условиям? Я сомневаюсь, что если Трамп вдруг приедет в Украину, что-то изменится. Но вот президент Украины говорит о какой-то надежде, что если Трамп увидит все своими глазами, то, возможно, как-то это и повлияет на что-то. Честно говоря, у меня лично на Трампа нет уже никакой надежды. Ну, то есть вообще абсолютно никакой. У меня надежда на других. У меня надежда на Великобританию, на Францию, на Швецию, на Финляндию, на, как мы видим, достаточно на Германию. Достаточно серьезные средства уже выделяются. Как мы видим, такие самые сильные с точки зрения экономической члены Евросоюза готовы
не только участвовать, многие готовы участвовать и своими вооруженными силами, не в конфликте, конечно, нет, но в обеспечении мира, если когда-то этот мир настанет. Но, на мой взгляд, нужно не столько думать об этом самом мире, потому что мы видим с вами, что Путин мира не хочет. Невозможно хотеть мира и убивать каждый день украинских детей, ну или почти каждый день. Это невозможно. То, что делает Путин, говорит лишь об одном, и мы об этом говорили еще в самом начале войны. Это террор против гражданского населения. И что бы там они этим не объясняли, а вот тут мы думали, что военные, а вот тут что-то еще. Извините, вы что, не видите, какие ракеты вы запускаете? Вы что, не видите, куда вы бьете? Вы что, не понимаете о том, какие будут жертвы? Это Вербное воскресенье, это центр города, где люди живут своей жизнью, да, ну да, конечно, идет война, но жизнь-то продолжается, и люди там ходят по своим делам, тем более в воскресенье. То есть вы не можете не понимать о том, что это будут колоссальные жертвы среди мирного населения. То есть когда вы присобачиваете к ракете баллистической боеголовку с вот этими самыми, с этой чертовой картечью, да, вы понимаете, что это будут огромные жертвы среди обычных людей, которые находятся на улице. Да? Для чего были такие боеприпасы вообще придуманы? Для стрельбы по пехоте, которая там атакует или там еще что-то. Для стрельбы по пехоте во время военных действий, а не для стрельбы по мирному городу. Ну вот вообще ни разу, никак. Поэтому вот все то, что делает Путин каждый день, это является... Ну, открываем Римский статут, читаем, это является военным преступлением. Каждый день он их совершает. И когда человек совершает военные преступления, даже если он сам не называет это войной, это не важно, как он это называет, он совершает военные преступления все равно, даже если он ведет какую-то там специальную военную операцию. И в такой ситуации рассчитывать, что военный преступник хочет мира, это иллюзия. И поэтому самое главное, на что я рассчитываю, это на гонку вооружений, в которой, безусловно, Россия проиграет, потому что ее проиграл даже Советский Союз. Но для этого нужно не бояться эту самую гонку начать, потому что с тем технологическим превосходством, которое есть у Европы даже, сейчас не будем брать Америку вообще, возьмем только Европу, с тем технологическим превосходством, которое есть у Европы, Европа не может проиграть эту гонку. Поэтому единственное, что нужно, это не бояться. Надо понимать, что вот эта опасность, которая сегодня исходит от Путина, она ничуть не меньше, чем та опасность, которая исходила от Гитлера. Поэтому нельзя ни в коем случае допустить ту ошибку, которую допустили европейские лидеры тогда, и за которую дорого заплатила вся Европа, кстати, в том числе и Германия. И надо быть стойкими сегодня, чтобы не понести гораздо большие потери завтра.